Всем доброе утро. Нахожусь я сейчас в Хаме. Вот отстоял я здесь паузу. И сейчас выдвигаюсь уже в трассу, так сказать. Сейчас только надо подцепить прицеп. И можно смело ехать. Поверните при первой возможности. Смело ехать в трассу. Разгрузка у меня будет 2 разгрузки. Да, собственно говоря, я уже загружен. Вот первая разгрузка у меня будет в 7 утра. Должна быть, по идее. Ну или с 7 до 10. Так, нет там. Подцепляться тут. Да и в принципе тут оставлять прицеп такое себе удовольствие, блин. Парковка у нас вся в ямах, в лужах, когда дождь идет. Короче, блядь. Такое себе, блин. Поднять ось. Все. Всегда трогаться после подцепления надо аккуратненько и смотреть на то, чтобы прицеп, как говорится, блядь, не остался на месте, блядь. То и такие случаи тоже бывают. Вот. На моем веку, ну, у меня лично такого не было. Вот. А у коллег, я помню, такое было когда-то. Зимой человек подцепился и поехал, короче. И на выезде с территории, там у нас, ну, поворот на дорогу сразу. Прицеп, короче, приказал долго жить и остался. Ну, слава богу, что он, по-моему, пустой был, то ничего страшного не произошло. Его погрузчика, наверное, подняли и назад подцепили. Поверните налево.
Вот. А если бы он был загружен, то было бы неудивительно, чтобы груз потерялся бы или там разбился и прочее, ну что-нибудь повредился, короче. Или прицеп сам повредился бы. Поэтому надо всегда быть внимательным. Уже наконец-то посветлело, уже я успел разгрузиться на первой выгрузке. Вот. Разгрузка была у меня тут 10 палет с маслом. Так в основном все быстро приехал, короче, быстро разгрузился. Единственная была проблема, что им не понравилось, что у меня 10 евро палет должно было быть, а оказалось, что у меня только 7, а 3 было, короче, там на одном было вообще World написано, второй, там что-то, я не помню, там епал, короче, самопальный какой-то, кто-то ставил эти штампы сам. Видно, короче, что хрень полная, короче. И один вообще не помню, что, короче, было. Они, видно, его туда заодно с теми двумя, короче, отправили, чтобы мусора у себя не хранить. На следующей выгрузке у меня будет выгрузка вот из 10 кубов. Вот.
Вот этот Вольтерхаузен у нас будет. Ну и там у меня еще будет возврат старый, чтобы не грузить пустые эти. Через 150 метров поверните направо, А7. Затем выезжайте на автомагистраль. До второй выгрузки осталось еще где-то около часа езды. А то и немного больше. А поскольку я сегодня рано встал и уже проехал где-то около 3,5 часов, то мне не хватит времени доехать до второй выгрузки, поэтому нужно будет сделать паузу. Ну и потом с нормальным временем доехать, чтобы не создавать проблем. Вот. И после разгрузки на второй точке я загружусь пустой тарой. И там уже напрямую поеду в Хам, скорее всего. Вот я думаю, что мне оставшегося времени хватит доехать до базы, там сделать паузу. Посмотрим, как оно будет. Может, успею еще разгрузить эту пустую тару, короче, и палеты эти все. Решил записать один из моих перекусов. Вот. Не постоянные, но очень получается быстрый. Для этого нужен творог, сметана и варенье. Ну или что-нибудь еще сладкое. Может быть мед или еще такое что-нибудь подобие. С медом нормально получается тоже. Или с малиновым вареньем. Вот. Также у меня еще есть макароны. Как говорится, обзор холодильника. Тут у меня что-то наподобие гуляша. Только это, походу, переборщил с мукой. Вот. И еще у меня есть курица. Крылышки, запеченные в духовке. Как говорится, все мои запасы. Ну, еще там всякие для сэндвичей, всякое такое. Короче. Вот, нам понадобится тарелка. Вот. Чем-то нужно еще перемешать. Вначале ложу творог. Творог обычный такой. Не знаю, как он называется. Польский клинок. Вот. Сметанка. Обычно беру в основном все с меньшей жирностью.
Но это не совсем не жирное. Вот. Это такое наполовину средней жирности творог. Вот. Ну и сметана тоже, соответственно. Это 18, можно брать 12. Ну, чем меньше жира, тем лучше, как бы диета, что по кайфу. Вот. Ну, обычно я беру синий творог, который просто вообще, ну, типа, как это, не знаю, как это перевести. Ну, этот средней жирности, а тот самый маленький, короче, самый легкий. Вот, и все это дело надо будет сейчас заправить сюда с вареницем. Ну и, как говорится, хорошенько перемешать. Ну и все, продукт готов к употреблению. Как говорится, приятного аппетита всем. Подъезжаю уже на место выгрузки. Находимся мы в городке Вальтерхаузен, который находится недалеко от 4-го автобана. Через 300 метров поверните Вот, направо. тут нам надо разгрузить 10 этих кубов емкостей с маслом. Вот тут у нас пекарня. Поверните Пекут направо. они там всякие тортики. Туда вечно как не приедешь. Пахнет такой свежей выпечкой. Через 200 метров пункт назначения находится с левой стороны. Собственно говоря, вот мы и приехали.
Все, короче, разгрузился я полностью и, как говорится, снова загрузился. Еду я уже в Хам. Сейчас, я думаю, что успею доехать. Время у меня есть. Там может еще где-то даже останется. Может полчаса каких. И думаю, что успею разгрузиться всей своей пустой тарой. И там должна быть уже, наверное, загрузка будет. Через Смотрим. 800 метров поверните налево. Времени должно хватить. Затем выезжайте на автомагистраль. Все, закончился уже сегодняшний день. За сегодня я отработал 15 часов. Ну, там почти без 20 минут 15 часов работал. Проехал я за сегодня там около 9,5 часов. Такой был напряжный понедельник, как говорится, да. Вот. За сегодня с утра было 2 выгрузки у меня. Потом я загрузился пустой тарой. Ну, этими пустыми кубами из-под масла. Вот, с ними я доехал до Хама. В Хаме я разгрузил эти вот контейнеры. Также у меня еще было пустые, ну, просто палеты, просто европалеты. Вот, что тоже хреново, потому что и то надо было отдельно разгружать. Вот, и после того, как я разгрузил контейнеры пустые, то загрузил снова контейнеры, только уже полные. Вот, 20 штук. Вот. Ну и все равно отдельно пришлось ехать и разгружать эти пустые палеты. Тоже там было 7 палет, блядь, и один хер надо подъезжать к рампе, короче. Один фиг, что там 7 палет, что целая машина. Разница только во времени, блядь. Короче, такая херня. Такие вот дела. Так что выработал все время, которое у меня было. Вот. Такие вот дела. Все, буду я, короче, ложиться спать. Давайте, ребята.